Сегодня мы рассмотрим, как оптимизировать операционную систему Windows 7 таким образом, чтобы она перестала лагать, работала намного эффективнее и выполняла функции намного быстрее. Что касается игр, здесь также мы можем сказать, что мы попытаемся повысить FPS в ваших играх за счет того, что высвободим какое-то количество ресурсов вашего ПК от ненужных фоновых процессов и прочих инструментов. Очень важное замечание. Прежде чем вы начнете просмотр данного ролика, вы должны понимать, что если ваш компьютер не имеет видеокарты, а лишь встроенную в процессор графическое видеоядро, то в таком случае возможности данного видеоядра преодолеть мы не сможем. Если оно не имеет никаких возможностей, то и повысить FPS в играх категорически не выйдет. Именно поэтому, чтобы вы не негодовали, я предупредил вас об этом. В остальных же случаях мы улучшим работу операционной системы, снизим потребление ненужных ресурсов для того, чтобы мы могли успешно работать с вашей операционной системой, либо же немного повысилась результативность показателей в игре. Также, что хотелось бы здесь еще сказать, вы, наверное, обратили внимание, что на моем канале есть инструкция, как оптимизировать Windows 10. В принципе, все эти процедуры схожи, за исключением некоторых моментов. Именно поэтому я делаю отдельное видео и надеюсь, что вам смогу помочь. Ну и давайте начнем. Прежде всего, о чем стоит сказать, это о наличии каких-либо запущенных программ. В моем случае у меня уже все почищено, за исключением антивирусной программы. Что именно я хотел бы сказать? Бывают такие моменты, когда на компьютере установлено огромное количество системных утилит от производителя вашего компьютера. Например, какой-либо recovery, менеджер и так далее. Таких программ может быть огромное количество, и они, несомненно, будут тормозить вашу систему. В таком случае я рекомендую их удалить, ничего вы не потеряете. Операционная система Windows и так имеет все стандартные функции, которые помогут вам сделать и резервную копию, и так далее. То есть я рекомендую их удалить. Как это сделать? Заходим в панель управления, удаление программ и удаляем все необходимые утилиты. В том числе здесь я еще и подмечу насчет антивирусной программы. Она потребляет значительное количество ресурсов вашего компьютера, и поэтому, если вы желаете наибольшего результата от наших действий, то избавьтесь от антивирусной программы. И в то же время запомните, что вы окажетесь под угрозой. Ваш компьютер может с легкостью быть заражен различными вирусными ПО. Если по каким-либо причинам вы не хотите удалять утилиты и программы, то просто первым нашим шагом, который мы сделаем, это очистим автозагрузку, чтобы при старте вашего компьютера не включались ненужные вам программы и не потребляли ресурсы. Для этого нажмем на клавиатуре сочетание клавиш Win плюс R, введем следующую команду mcconfig и нажмем ОК. Пока мы находимся в конфигурации системы, заходим в службы, точнее сюда еще рано заходить, зайдем в загрузки, нажмем дополнительные параметры и вот здесь поставим галочку число процессоров и выставим максимальное. Зачем это делать? Чтобы при старте компьютера все ресурсы при загрузке распределялись поровну на все ядра процессора. Это такой маленький бонус. На работу самой операционной системы это не влияет. Далее переходим в службы, нажимаем «Не отображать службы Microsoft» и отключаем все ненужные нам службы, за исключением системных служб и служб драйвера. К примеру, что бы здесь я отключил?
Отключил бы я здесь обновление Google, загрузку еще некоторых программ и нажимаем «Применить». Далее переходим в нашу автозагрузку, о которой мы говорили. И таким же способом отключаем все ненужные программы, чтобы они не запускались при старте. Я это уже сделал. Ну вот, к примеру, я бы еще отключил Доктор Веб. Хотя, в принципе, он все равно запустится, так уж он устроен. Поэтому его желательно удалить. Я уже об этом говорил, в каких случаях его удалять. Убедившись, что все в порядке, нажимаем «Применить». Как видите, Доктор Веб вернул галочку на место. И нажимаем «Ок». Вам предлагают перезагрузить ваш компьютер, что вы и делаете. Следующим шагом мы будем ухудшать вид нашей операционной системы. Да, будет она выглядеть не очень симпатично и красиво, но зато сэкономит ресурсы. Во-первых, что здесь надо учесть? Во-первых, какая у вас операционная система. В моем случае Windows 7 домашняя базовая, поэтому здесь нет прозрачности сразу. В вашем случае, если максимальная установлена, жмете на рабочем столе правую кнопку мыши, здесь будет пункт «Персонализация», и в нем найдите пункт «Прозрачность» и отключите его. Либо же установите тему «Упрощенную». Не переживайте, все это у вас получится, ничего сложного там нет. Но мы пойдем дальше. Для всех операционных систем заходим в «Мой компьютер». На пустом месте жмем «Свойства». В левой колонке находим ссылку на дополнительные параметры системы и находим пункт «Быстродействие» и нажимаем «Параметры». Здесь у нас несколько вариантов: обеспечить наилучший вид, что будет потреблять наибольшее количество ресурсов, либо же обеспечить наилучшее быстродействие. Его мы и выбираем. Обратите внимание, что все эффекты отключились. Операционная система будет выглядеть просто, и все функции будут выполняться просто. Я имею в виду визуальное. Нажимаем «Применить». Как видите, изменения налицо. Нажимаем «Ок». Но оно того стоит. В том случае, если ваш компьютер совсем слаб. Нажимаем «Ок». Насчет персонализации я вам уже сказал, что там нужно изменить в случае, если это понадобится. Но мы идем дальше. Следующий шаг более сложный. Здесь мы будем отключать ненужные нам службы. В поиске можно ввести «Службы» и запустить данное приложение, либо же второй вариант через панель управления. Запускаем панель управления, выбираем крупные значки и ищем по алфавиту «Служба». Точнее, простите, ищем «Администратирование», а в ней уже «Службы». Нажимаем. И попадаем в список всех служб. Что здесь важно сказать? На самом деле, такая тема, как какие службы можно отключить в операционной системе Windows, довольно-таки сложный вопрос. Потому что на самом деле все зависит от каждого из вас. Какими программами вы пользуетесь, какие вы хотите получать от вашей операционной системы возможности. На самом деле здесь все можно отключить процентов на 70, тем самым максимально облегчив вашу операционную систему и потеряв огромное количество функций. Мы отключим только самые малоиспользуемые, которые в принципе не использует никто. Давайте с вами посмотрим, какие. Во-первых, найдем здесь вот такую службу SuperPatch. Нажимаем на ней правой кнопкой мыши, свойства, и в тип запуска выставляем «Отключена», после чего нажимаем «Применить» и ОК. И листаем «Далее». Также обратите внимание, здесь находятся службы тех программ, которые вы уже устанавливали, а не только стандартных функций Windows. Листаем потихонечку дальше и ищем, что еще можно отключить.
Также функцию сервер можно отключить. Далее отключать не буду, а просто покажу, какие еще можно отключить здесь функции, точнее службы. Немножечко расширим, чтобы было видно. Например, служба удаленного управления, вряд ли вы ей пользуетесь. Можно также отключить. Смарт-карта отключаем также. Удаленный реестр. Не переживайте, ничего не случится, отключайте данную службу. Центр обеспечения безопасности тоже можно отключить. Таким образом вы добьетесь наибольшего сохранения ресурсов вашего ПК. И центр обновления отключить просто необходимо. Я сейчас, кстати, объясню почему. Вот такой небольшой список служб, которые можно отключить. В принципе, если вы чем-то не пользуетесь, например, службой печати, тоже ее можно отключить. Также еще можно здесь поискать службы. Служба поддержки Bluetooth. Если у вас нет на компьютере Bluetooth, либо же на ноутбуке вы им не пользуетесь. Также здесь еще можно поискать Windows Search, если вы не пользуетесь поиском. Вот она, данная служба. Службу архивации Windows можно отключить. Также можно отключить факс, который я тоже наблюдал здесь. Еще раз повторяю, все довольно индивидуально. Не буду больше затягивать с этим пунктом. Я перечислил все возможные службы, которые не навредят функциональности вашей операционной системы. И давайте пройдем далее. Следующий не менее важный вопрос, который, кстати, периодически, не постоянно просаживает ваш компьютер, то есть нагружает его максимально, это центр обновления Windows. Данную функцию я просто рекомендую отключать. Сделать это можно либо отключив службу, как я говорил уже выше, либо же просто обычным способом через панель управления. Заходим в панель управления, крупные значки, ищем по алфавиту центр обновления Windows. Слева ищем настройки параметров и выставляем не проверять наличие обновлений. Также убираем галочки, у меня это уже сделано, и нажимаем ОК. Значит, и тот способ можно применять, я имею в виду по отключению центра обновления. И это сохранит огромнейшие ресурсы вашего ПК. Не будет лишний раз периодически перегружать систему. Следующим пунктом мы облегчим программе поиск по временным файлам методом их очистки. Во-первых, что нам необходимо сделать? Нажимаем панель управления, крупные значки, ищем по алфавиту параметры папок. Нам нужно открыть скрытые папки. Вид, листаем вниз и нажимаем «Показывать скрытые файлы и папки. Применить». Кстати говоря, мы сейчас будем очищать временные файлы вручную. Это можно сделать с помощью любых программ. Но нам, чтобы удостовериться, что удалено все, поэтому используем ручной метод. Далее. Нам нужно зайти по адресу пользователя, найти там папку AppData. Покажу это более подробно с переходом из моего компьютера. Заходим в мой компьютер, диск C, пользователи. Ищем вашего пользователя, AppData, Local,
И здесь ищем папку temp. Вот она. Просто берем и удаляем отсюда все папки и файлы. Вы можете видеть, сколько много у меня этих файлов и папок. Мало того, что они занимают пространство на диске жестком, операционной системе по ним выполнять поиск немножко тяжеловато. Поэтому мы немного облегчим ей работу. То, что не удалились, не обращайте на это внимания. Просто нажмем «Пропустить». Не удалились они по одной из причин. Во-первых, возможно, запущен какой-то процесс, который работает сейчас с этим файлом, поэтому не удаляется. И второе место, где нужно нам почистить временные файлы, сейчас вам покажу. На локальном диске C ищем папку Windows. В этом каталоге ищем опять папку temp. И в папке temp здесь все тоже можно очистить. Существует и более простой способ это сделать. На диске C жмем правой кнопкой мыши и свойства. Нажимаем «Очистка диска». Оценка занятого места займет какое-то время, в пределах 2 минут. Здесь убираем галочки со всех пунктов, кроме временные файлы. Также можно очистить временные файлы интернета. Я этого делать не буду. И нажимаем кнопку «Очистить». После выполнения данной функции можно перейти к следующему шагу. И последним пунктом в оптимизации нашей операционной системы это будет настройка схемы электропитания. В ноутбуках ее найти очень просто, нажав на батарею, а также нажав ссылку «Дополнительные параметры электропитания». В обычном компьютере это нужно искать в панели управления. Нажимаем крупные значки и находим электропитание. Здесь вы видите несколько схем электропитания, которую просто нужно выбрать. Это экономия энергии, высокая производительность и сбалансированный. Естественно, что мы выбираем высокая производительность. Также вы можете настроить дополнительные параметры питания, если это требуется. А именно здесь одной из важнейших функций – это управление питанием процессора, где минимальное состояние процессора лучше выставлять 100%, чтобы он задействовал все свои ресурсы в выполнении даже простейших операций. То есть не экономил на энергии. От батареи тоже можно поставить повыше, 100%. Учтите, что батарея будет разряжаться быстрее. В обычных компьютерах этой функции нет, только от сети. Бывает и такое, что схем электропитания нет, поэтому здесь есть пункт «Создать план электропитания», где вы сделаете все необходимые действия, описанные, и получите свою схему. Ну еще что здесь хотелось бы сказать, то что можно еще настроить графический драйвер.
Но это уже все зависит именно от вас. Нужно вам это делать или нет. Таким образом, мы с вами выполнили все необходимые действия по оптимизации операционной системы Windows 7. Цель наша была высвободить ресурсы вашего компьютера от ненужных программ, от ненужных фоновых процессов и служб, которые занимают ресурсы вашего компьютера и периодически создают всякие лаги, а также не позволяют достичь нормального FPS в играх. На этом все. Дорогие зрители, подпишитесь на данный канал, и я вас уверяю, что с вашей поддержкой вы увидите еще много интересных и полезных роликов. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И помните, не будьте равнодушными к чужим трудам и творчеству.